Прости, Юра, мы все... 1 июля голосование, а дальше все. Газпром может потерять 1,5 триллиона рублей. Разговор Путина и Собянина. Ребята, это жопа. Массовые беспорядки США. Кровь кипит. Это ужас. Чтобы Михалков успокоился. Пошлите его. Привет, друзья. Ну что, вот вы просили и выпросили. Обзор новостей за неделю. Поехали. Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания Илона Маска SpaceX. 2 астронавта высадились на МКС. Ну что тут сказать. 10 лет назад Россия была номер 1 в мире по пилотируемой космонавтике. Сегодня Россия далеко не первая и даже не вторая. Поэтому на самом деле, прости, Юра, мы все... Вот я что скажу. Напомню, несколько лет назад Рогозин, глава Роскосмоса, послал Маску привет в виде того, что там запускайте батутами, значит, космонавтов на орбиту, имея в виду, что если типа вы не имеете пилотируемой космонавтики, то куда вы денетесь без российских ракет? Вот. На что Илон Маск вот буквально недавно тоже в Твиттере по-русски написал ему: ну что, батут-то работает. The trampoline is working. Почему все ругают Рогозина на самом деле? А я его давайте похвалю. Вот, например, американцы купили технологию космического туалета, которую придумали россияне. Это немножко странно мне, потому что в России, на Земле туалеты, как правило, не очень хорошие, а космические туалеты мы строить научились. Поэтому на самом деле есть за что хвалить наших космических специалистов и Дмитрия Рогозина. Поэтому все, отстаньте от Рогозина, перестаньте хейтить его, пожалуйста. Ну а что делать теперь Роскосмосу? Догонять? Теперь неповоротливые гиганты государственного типа вынуждены будут меняться. Во всем мире доказано, что предприниматели работают быстрее, точнее, красивее. Гимн предпринимательства. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Сергей Собянин смягчил ограничения в Москве. Непродовольственные магазины, автосалоны и многие другие организации начали работать в столице с понедельника, 1 июня. Кроме того, москвичи получают возможность выходить на прогулки. Короче, вчера в ночи после 24:00, то есть уже когда 1 июня было, я такой с супругой выхожу в парк с паспортом, с таким вот этим свидетельством о браке, все как положено. Идем такие, думаем, вот сейчас нас встретят проверяющие, и мы им документики, что мы муж и жена. А потом Катя мне и говорит: Игорь, а мы же нарушаем. Я говорю: да что, мы же свидетельство взяли, паспорт взяли. Она говорит: а ведь написано, что мы тоже должны быть в масках и в перчатках. В общем, а потом мы вспомнили, что есть еще одно требование, которое мы не соблюли. Мы не посмотрели расписание, четный дом, нечетный. В общем, мы, честно говоря, вообще ничего не поняли, но понял Галкин. И мы посмотрели этот ролик, как Галкин, все это дело разложил конкретно. Разговор Путина и Собянина. Сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно. Далее, конечно же, те, у кого дома параллельны экватору. Да, и вот что интересно, этот ролик по звонку, как утверждается, администрации президента, сняли с некоторых интернет-ресурсов, так после этого он вообще набрал, он теперь такой популярный. Слушайте, я подумал, может предложить пиарщикам Кремля изменить стратегию, наоборот, говорить, если они не хотят, чтобы люди что-то смотрели, им выпускать такой релиз, что срочно всем смотреть это, и тогда точно никто не будет это смотреть. Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки бизнеса до 30 июня. Хотел сейчас пошутить про Мишустина, не буду. Мишустин молодец. Человек недавно оправился от коронавируса, вы знаете, да? Я считаю, хорошо, что до 30 июня мораторий. Хотелось бы подольше, конечно, хотя бы до 30. Только другое дело, что приходить-то будет почти некуда. Очень много бизнесов обанкротилось, закрылось. И проверка придет, а там никого нету. Не обессудьте. Такие дела. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, а он, кстати, заболел же вроде тоже, что 1 июля 2020 года будет выходным. В этот день пройдет голосование по поправкам Конституции. А что, перенесли, что ли? А, теперь понятно, почему 30 июня отложили проверки-то, Мишустин. До 30 июня мораторий,
1 июля голосование, а дальше все. Как было, так и будет. Так что, ребята, все. Слушайте, у всего есть объяснение. И вот мы его нашли. Я слышал, что Дмитрий Песков тоже вроде как был то ли подозрение, то ли он болел. И вот тут он взял и выздоровел. И тут же вот первое же сообщение, пожалуйста, вот день голосования Конституции. Наверное, он так же, как Мишустин, уходил на болезнь, чтобы подумать, когда день-то будет голосования. И вот выздоровел и сразу решил. Как это все работает, я вообще ни хера не понимаю, честно говоря, но всегда очень радуюсь, когда становится что-то ясно, блядь. Теперь ясность пришла, все, 1 июля, блядь, приходим и за Конституцию голосуем. Правда, за нее уже все, голосовать не надо, уже все, уже Дума приняла, президент подписал, и даже Конституционный суд уже сказал, что все чики-пики. За что мы будем голосовать? Ждем. ВВП России в апреле 2020 года на 12% годовом выражении. Ребята, это жопа. Как коснется обывателей, простых людей вот все это дело? Да очень просто. Многие потеряют работу, останутся без доходов, у кого-то доходы резко упадут. Вопрос идет про то, что значительное количество людей остается просто без дохода. И все эти выплаты, 5 тысяч рублей, там 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет и так далее, которые объявлены правительством, но это же ерунда, это один месяц, один раз вам выплатят, а дальше? А дальше? Вот поэтому все это меня тревожит, что многие люди останутся без средств к существованию, а значит, эти люди, ну, либо с голоду умрут, либо что, либо выйдут на улицы. На самом деле, это гигантская проблема, что Россия пошла на поводу у мировой закулисья и сделала так, что мы заглушили свою экономику. Вот в чем проблема. И теперь мы будем долго расхлебываться с этим. Это очень неприятно. Российский онлайн-кинотеатр Иви получил кредит в размере 3,7 миллиарда рублей от Альфа-банка. Сейчас Иви операционно убыточен, но в ближайшие несколько лет компания планирует стать рентабельной. Иви действительно хотел сделать раунд перед коронакризисом. Искал, меня приглашал тоже получить деньги, да? Но раунд сломался. Вот сейчас Иви, чтобы не остановить свою экспансию, иначе другие конкуренты затопчут, да, берет кредит в Альфа-банке. И вот здесь, внимание, это может быть началом конца Иви. Мне абсолютно понятно, что делает Альфа-банк. После того, как Сбербанк купил Рамблер, конечно, Альфа-банк тоже хочет создавать экосистему вокруг Альфа-банка, да, и поэтому ему нужен Иви. И вот сейчас будет борьба между двумя гигантами, понимаете, да? То есть Альфа-банк дал им кредит и будет сейчас ждать, пока они споткнутся. Ну а Иви, они молодцы, они хотят российский Netflix построить, российский такой, с корнями, они большие молодцы. И сейчас у них очень сложное будет время. Я очень советую, прошу, даже требую, пожалуйста, будьте внимательны, пожалуйста, заплатите Иви за просмотры стримов, эфиров, сериалов или что, заплатите, чтобы Иви смогла расплатиться со своим вот этим вот кредитором. Газпром может потерять 1,5 триллиона рублей. Где такие новости? Объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири». Это грозит срывом 30-летнего контракта на поставку газа между Россией и Китаем. Если все это окажется правдой, это пиздец. Это не единственные потери, которые может понести Газпром. И если хотя бы одна часть из этих потерь случится, вот ту, которую я здесь читаю, или то, про что я еще знаю, это просто будет означать, что из национального достояния Газпром превращается в обузу для страны. Куча металлолома, куча труб, которые проложены в разные страны, по которым, либо газ не идет, либо мы денег не получаем, но за все это, за содержание всей этой железной инфраструктуры платят. И вот в статье говорится, что плохие управленцы в Газпроме привели к таким потерям 1,5 триллиона. Кто нам сказал, что они вообще плохие? Если бы были плохие, может, они 5 триллионов бы просрали, а так всего 1,5. Россиянке пришел счет на 500 000 рублей за куриные крылышки из приложения доставки еды Сбермаркет. Это что там, Греф, что ли, опять это экспериментирует? Девушка заказала на Сбермаркете, крылышек. Звонит ей сборщик и говорит: что-то крыльев, которые вы заказали, нет, давай положу другие. Но она говорит: давай.
только главное, чтобы свежие были, да, ну, будут окей, будут свежие, да, потом она заглядывает в этот счет, а там 400 с лишним тысяч. Друзья мои, и все бы ничего, ну, ошиблись, там, с кем не бывает, так нет. Эта женщина пишет в своем посте, что она уже давно заказывает на Сбермаркет еду, и ей постоянно то рыбу тухлую привезут, то ананас прокисший и так далее. Так вот, мой вам совет следующий, как только вас обманули, подвели, кинули, или что-то невежливо с вами обошлись, все, до свидания. Убийство полиции афроамериканцев вылилось в массовые беспорядки США. Да, я смотрел эти фильмы, честно говоря, как будто я пересматриваю фильм «Джокер». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот все ровно как в фильме «Джокер» сейчас в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и еще в 25 крупнейших городах Америки. Это ужас. На самом деле Америка — это очень сильно полицейское государство. Это факт. Полиция перебарщивает. При этом 50 миллионов людей получает, представьте, талоны на еду. 25% безработицы. Понимаете? Куча молодых людей с самоизоляцией, которые с кучей, так сказать, сил нерастраченных выходят на улицу, и у них просто кровь кипит. И вот они, все это начинается. Реально при этом еще, что отметить? Расизм никуда не делся. Белое население относится к афроамериканцам и так называемому цветному населению. Ну вот так вот, если что, назвать снисходительно. Ну и самое главное, в Америке скоро выборы. Не исключено, что Джо Байден, который заявил, что, конечно, вот так жестко отвечать на беспорядки, как заявил Трамп, это недопустимо. И это, конечно, начало предвыборной кампании Джо Байдена. Ничего хорошего здесь нет. Интересы политиков разжигают вот этот вот котел противоречий, вместо того, чтобы его гасить, договариваться, находить новую форму общественного договора, политики реально решают свои проблемы, разжигая вот эти вот все страсти. Не нравится мне это все. Бедствующим Пригожину и Валерии отправили 2 пачки дошираков. Напомню, ранее Пригожин пожаловался на бедственное положение звезд российской эстрады. Когда корреспонденты спросили Пригожина, так доширак же вам отправили, вы получали? Он сказал, я ничего не знаю, я не получал. Вполне вероятно, что его помощники, может, охранники, не знаю, они сожрали. Я, короче, не знаю, верить этому или нет, но вот, например, сообщается, что солист «Отпетых мошенников» устроился таксистом. А Тарзану и Королеву им предлагается устроиться таксистом. Я не знаю, верить этому или нет, но допустим это так. И тогда я за них переживаю немножко. Поэтому давайте так, кто в бедственном положении из артистов показался, давайте позвоните Филиппу. У него точно все нормально. Почему я знаю, что у него нормально? Потому что про него вышла новость, что он за 1 миллион купил кровать и какие-то там коллекционные мечи. Ой, мама, шикадам, шикадам. Давайте так, вы договоритесь, друг другу позвоните. Обменяйтесь опытом, да, и тоже сможете кровати покупать, а не доширак, понимаешь, там на завтрак, на обед и на ужин. Ну, а если серьезно, без шуток, вот этот коронавирус, он полностью убил бизнес очень многих людей, и артистов в том числе. Они не смогли перестроиться. Этот период показал, что тот, кто сегодня дистанционно не умеет работать, дистанционно не умеет учиться, дистанционно не умеет, жить, если хотите, да, тому очень сложно выжить. Вот, и это не только артистов касается, это много и других людей, чья деятельность не связана со способностью работать дистанционно. Ага. Британская компания начала проводить рабочие встречи в игре Red Dead Redemption 2. Ну, в общем, смотрите, артисты не смогли перестроиться, да, кстати, многие другие тоже не смогли, а вот некоторые смогли. И вместо скучных встреч где-то в Zoom, там, Skype и так далее, смотрите, что придумали, ребят. Заходить через игру Dead Redemption, да, проводить совещания на природе, с лошадьми, у родников, у журчащей воды. В принципе, если так дело пойдет, то вот эта виртуальная среда для проведения совещаний, свадьб, да любых, в общем-то, форм такой коллективного, так сказать, времяпрепровождения, она полностью сместится в виртуальную среду. Вторая волна коронавируса не за горами. И может ждать россиян уже осенью. Ну понятно, что грипп всегда осенью начинался. Блять, Америку открыли. Считают в Роспотребнадзоре. Ну да, очень вероятно, что эпидемия станет сезонной. Ну, грипп — это сезонная болезнь, ну, ОРВИ, знаете, но она всегда когда приходила? Весной и осенью.
Препарат от коронавируса уже получил добро от Минздрава. Ух ты, ух ты. Что, Билл Гейтса опередили, что ли, да? Так, применение позволит сократить период лечения болезни до 4 дней вместо 9 при приеме стандартных лекарств. Пожелаю удачи Минздраву. И вообще я голосую за победу Минздрава России над Билл Гейтсом. Я хочу, честно вам скажу, чтобы все заводы, которые Билл Гейтс владеет, которые производят вот эту вакцину для вакцинации всего населения Земли и чипизации тоже, чтобы они все обанкротились. Чтобы Михалков успокоился уже. Да, просто успокоился и все. Я хочу задать вопросы, и я на это имею право. Джастин Бибер сфотографировался на фоне русского матерного слова. Все фанаты из России сбежались на его аккаунт, у него куча тут лайков и так далее, куча комментов и так далее. И кто-то тут написал, что Бибер завтра проснется там супер-мега знаменитым. Но он и так, в принципе, достаточно знаменит. И вот редактор мне приписку тут делает, что он типа не знал. Как бы не знал, я не понял. Зачем? Он должен знать. Это нормальный подход такого благородного хайпа. То есть, ну, ребята, там его маркетологи, конечно, просчитали, что в России, если ты соседствуешь с таким словом, то это вызывает какой-то ажиотаж, там, интерес и так далее. И надо сделать такую фотку, разместить и так далее. И он у тебя повысится, значит, рейтинги, там, охваты, известность, популярность. Вот что они и сделали. Если бы я написал Рыбаков, как бы все бы сказали, ты чего, Игорь? А когда он написал Джастин Бибер, то как бы сразу у него в аккаунте. Я думаю, что мне проверить, вот сейчас пойду в инсту и сделаю пост. Жду вас в своем аккаунте в Инстаграм. Так, парень заработал $500 000, продавая анти-5G лосьон. Слушайте, это действительно в мире сейчас страшилки. Там в Британии там какие-то дельцы, умельцы, да, такие, стали продавать флешки с защитой от 5G. Когда люди не осведомлены о чем-то, и куча мифов, легенд, и каких-то фейков и так далее, тут же находятся лекари, такие спасители, которые говорят, давайте мы вас спасем от этого, ну, за бабки, естественно. И начинают продавать какие-то страховки от коронавируса, лосьоны от 5G и так далее. Поэтому, друзья мои, это всегда было и всегда будет. Если вы на вокзале идете, и к вам на вокзале подходит какой-то человек, и с таким вот эмоциями вам что-то такое, ну, вы видите, сразу впаривает, спокойно, тихо, не надо убегать, иначе за вами погонятся, да, а выслушайте его, а потом пошлите его. На сегодня новостей больше нет. Пиши в комментариях, как тебе новый формат. Набираем больше 3000 комментариев. Буду делать это каждую неделю.